Что если вы узнаете, что где-то у вас лежат запрятанные 120 614 рублей? Ну, наверное, настроение ваше улучшится. Это так неожиданно и приятно. Особенно сейчас, во время кризиса и карантина. Так вот, приятный сюрприз в том, что они на самом деле лежат. 120 614 рублей на каждого гражданина, от младенцев до глубоких стариков. И это не какая-то абстрактная стоимость всех российских богатств. И не текущие деньги бюджета, из которых платят зарплаты и пенсии. Это именно резервные деньги, которые платили в виде налогов граждане и организации. Как устроено государство? Все платят налоги, правительство их собирает, а потом тратит на всех нас, чтобы сделать нашу жизнь лучше и безопаснее. В нашем случае часть этих налогов правительство не потратило, а копило, создавало резерв, денежную подушку на случай кризиса. И вот, по данным Центробанка, на 1 марта 2020 года вот в эту наволочку нашей денежной подушки мы напихали почти 18 триллионов рублей. Или, если пересчитать на каждого гражданина, 120 614 рублей. И я записываю это очень важное видео для того, чтобы в российском обществе наконец-то возникла дискуссия о том, как мы будем выживать сейчас во время эпидемии, карантина и изоляции. Можно и милостыньку попросить. Просить не $800 до следующего месяца, а просить крупы горсточку. Что станет с экономикой, малым бизнесом, рабочими местами? И почему же нам нельзя использовать вот эту подушку с нашими накопленными налоговыми резервными деньгами для того, чтобы хоть немножечко помочь самим себе? Это 21 век. Суки, вы 14 самолетов в Италию отправили. 14 самолетов. Ну что, депутаты, посмотрите от Единой России. Это, к сожалению, железный факт, что в ближайшее время мы будем жить немного хуже. Может быть, вы сейчас сидите дома в ужасе и потеряли работу. Может быть, вы все-таки получаете какую-то зарплату и, сидя дома, вы бюджетник или работник крупной компании. Может быть, вы пенсионер и все равно получаете пенсию. Последний опрос показывает, что у 50% работающих сейчас упали доходы. Но даже если у вас они не упали, то вы все равно обеднеете вместе со всеми. Цены вырастут. 2 месяца карантина съедят аж 10% ВВП. Разорятся кафе, разорятся парикмахерские, получат убытки поставщики. Ну и пошло по цепочке. Это отразится на всех. Под ударом оказалась вся мировая экономика. С этим, собственно говоря, никто не спорит. Спор идет о другом. Все богатые и развитые страны на Востоке и на Западе действуют сейчас похоже. Они говорят: мы требуем от людей сидеть дома. Go home and stay home. Люди и бизнес страдают и несут убытки. От того, что они обеднеют, будет плохо всем. Какое решение? Давать деньги. Сложно себе представить, но такие суперкапиталистические страны, как США, Германия, Великобритания, Канада, сейчас просто напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям. В Германии, если ты частный предприниматель, ты пишешь просто заявку, и в течение недели тебе переводят от 5 до 15 тысяч евро. Возвращать их не надо. Это тебе, чтобы ты выжил. В США правительство переведет тебе $1200 каждому человеку. Это 90 тысяч рублей. В Канаде каждый получит по $2000. В Испании также делают. Ну и так далее, и так далее. Даже небогатые страны стараются. Ну вот Грузия, например, она беднее, чем Россия, но там полностью отменили плату за ЖКХ на период в эпидемии. То есть во всех странах сейчас тратят огромные деньги на прямую поддержку населения и бизнеса. Российское же правительство придерживается другого взгляда. Оно не считает правильным, как сказал президент Путин, палить резервы. А совсем прямо эту мысль выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Отвечая на вопрос, надо ли помогать населению напрямую, он заявил, что если всем помогать, то бюджет треснет. Морда не треснет. Я это все рассказываю не для того, чтобы просто еще раз раскритиковать Путина. Нет, нам действительно нужна общенациональная кампания «5 шагов для России». Если сейчас власти стоят на позиции «ничего не дадим», то надо на них давить, пока они не изменят позицию. Путин и его правительство, они политики, они все равно зависят от мнения населения и уровня одобрения. Просто сейчас, как это ни парадоксально,
Нет организованной силы, которая громко требует прямой денежной поддержки. Депутаты молчат, народ молчит, по телевизору говорят, что все хорошо. Зачем давать деньги тем, кто их не просит? Ну как это? Зачем? Ну, это же... Конечно, лучший способ чего-то требовать у властей – это выходить на улицу. Но в условиях эпидемии это делать нельзя. Мы все с вами сидим по домам, в интернете. Давайте устроим сетевую кампанию, раз другие механизмы недоступны. Мы с вами знаем, чего хотим. Наши требования разумны, и они поддержаны большинством авторитетных российских экономистов. В резервах России денег больше, чем достаточно для оплаты всего, что нужно, без ущерба для всего остального. Прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Если карантин продлится, то еще по 10 тысяч каждому в мае и июне. Третье. Полностью отменить плату за ЖКХ на весь период эпидемии. Четвертое. Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу. И пятое. Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на 1 год. Как видите, в нашей общей денежной подушке еще и останутся деньги. Кроме денежной помощи, мы требуем перестать обманывать нас и употреблять странные термины вроде самоизоляция, нерабочий месяц, а четко и по закону назвать это как есть – карантин, чтобы не только у граждан возникали обязательства, но и у государства, которое, между прочим, обязано возмещать убытки, причиненные подобными чрезвычайными ситуациями. Что же надо делать? Во-первых, есть научные исследования, которые говорят, что если какая-то идея сильно овладевает 10% населения, то очень скоро она будет поддержана всем населением. Наша ситуация еще проще. 99% людей прямо сейчас готовы все поддержать, просто они вообще не в курсе, что кто-то такого требует. Наша цель – первые 15 миллионов человек. Просто расскажите всем. Обсудите дома, распространите ролик, приведите цифры, расскажите, что это реально, а не фантастика и не популизм. Одно дело, когда люди недовольны вообще и хотят помощи вообще. И совсем другое, когда 15 миллионов человек и потом вся страна выдвигают четкие, ясные 5 требований, под которыми есть экономический расчет. Они говорят власти: мы работали, мы платили налоги и теперь хотим, чтобы этот резерв облегчил нам жизнь. Если вы этого не сделаете, то тогда мы больше никогда, ни при каких условиях не будем за вас голосовать. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Это уже разговор, к которому власть будет вынуждена прислушиваться. Второе. Мы должны формализовать требования и собрать под них подписи. Да, я сам скептически отношусь к интернет-петициям. Собирал много раз и ни разу требования не исполнили. Однако здесь это будет важный, уместный и очень простой инструмент. Есть 3 главные площадки для петиций. РАИ, это вообще принадлежит государству, там все официально. Собираем 100 тысяч подписей, и правительство должно будет что-то ответить. Так, любая общественная инициатива, которая соберет не менее 100 тысяч авторизованных подписей в интернете, будет обязательно вноситься на рассмотрение федерального парламента. Петиции ВКонтакте. Здесь мы должны собрать 3 миллиона подписей, и это будет огромным агитационным инструментом. Change.org – это популярная платформа, и здесь нам нужен 1 миллион подписей. Чтобы вам было проще, мы сделали общий сайт, который так и называется «5 шагов для России». Там есть краткие требования, есть подробное описание и есть ссылки на все платформы подписей. Задача – сделать так, чтобы через неделю в стране было несколько миллионов человек, которые знают про 5 шагов, поддерживают их и подписались за них на любой площадке, или на всех площадках. Свободного времени у каждого из нас сейчас достаточно, зато денег недостаточно у всех. Получим ли мы помощь от своего собственного резерва, зависит только от нас самих. Нам нужны эти 5 шагов для России. Давайте их сделаем.